Вот, ну да, мужская компания все-таки. Ребят, сегодня тема будет следующая. Откровенный разговор с ней. Давайте с ней сегодня поговорим, посмотрим сейчас, какая женщина к нам придет. В зависимости от этого назову уже расклад тем или иным именем, да? Именем, названием. А я вам повторяю, что если вы открыли данное видео, значит информация для вас и о вас. Сейчас, ребят, карты летают, выпрыгивают. Десятка мечей выпала, утопия. Итак, она, давайте посмотрим, поговорим с ней. Вот и она. Ну что, главная женщина в вашей жизни. Женщина очень важная, крайне важная, да. Женщина, которая все-таки ждет равноценного обмена энергетического, равноценного обмена материального, да. Здесь женщина готова выполнять свои женские обязанности, но в том случае, если и вы будете в полной мере выполнять свои мужские обязанности, да. То есть здесь у нее есть, конечно, стремление вас поддерживать, стремление о вас заботиться, да, вот, но она ждет также и в ответ мужских действий, мужских шагов, да, и здесь, конечно же, женщина заточена на создание домашнего уюта, и для нее немаловажную роль играет материальное положение. Ну, а для кого оно у нас не важно, да? То есть мы, конечно, мы не должны сосредотачиваться на деньгах, они не должны у нас стоять на первом месте, да, но и без денег мы, собственно, встаем в восьмерку мечей, когда мы двинуться никуда не можем, да, и сдвинуться с мертвой точки. Хорошо, чем занята ее голова, давайте посмотрим. Что думаешь, императрица? Ну, что думает? Ей хочется замуж. Ей хочется замуж официально за вас, ей хочется повторения любви. То есть, если здесь люди не вместе, то, конечно, здесь женщина снова готова к стабильным, полноценным отношениям, да, отношения взаимные, отношения, основанные на уважении, на доверии и на равновесии. Понимаете, то есть здесь женщине очень нужна любовь, очень нужна забота, очень нужна опека. Если говорить о том вообще, какие ее мысли, светлые ее мысли, она здесь человек, который все взвесил, все проанализировал, да, вот все за и против. То есть она для себя в своей голове здесь все решила по поводу вас. Она вас любит, и это ну и на этом точка. Вот так. Ее чувства к вам, как она считает? Какие чувства у нее к вам? Ребят, ну вот вы же видите, сами уже, наверное, понимаете карты, да? Вы же понимаете, что я здесь Какие чувства? Вы для нее любимый, единственный желанный. Вы для нее любимый человек, понимаете? Любимый. Вот. Вы и любящий ее человек. Какие чувства? Здесь женщина полностью поглощена вами. Понимаете, здесь женщина находит, это взаимно. Я вам так могу сказать, это взаимно. То есть, если у вас есть вопрос, допустим, взаимно ли это взаимно. И здесь, если вы, допустим, была у вас размолвка, то здесь будет мир после размолвки, да. Здесь глобальные такие перемены идут. То есть суд – это у нас всегда большие перемены и готовность к отношениям, да, готовность к новым отношениям, к отношениям заново, да, вот.
То есть здесь идет восстановление прошлых отношений, возвращение к прошлому партнеру, обновление чувств, понимаете? То есть здесь отношения, они переходят на новый уровень, романтический такой, на уровень совместной жизни. Вот что нам дает суд. То есть это очень-очень хорошие карты, это очень добрые карты, очень светлые карты, да? Вот чувства к вам. Чувства самые искренние, самые честные, самые неподдельные. Любовь. Любовь просто в априори. Любовь вопреки всему. Хорошо. Как сейчас проявляет свое отношение к вам и проявляет ли? Давайте посмотрим. Ну, скорее всего, не проявляет, да? Сидит с разбитым сердцем. Накопившиеся обиды, обид много-много-много, выплескивать может через конфликт, через, допустим, какие-то там, я не знаю, крики, или через какие-то дурные звонки, сообщения, да, но обид много, обид непроговоренных, вот. Разрыв отношений был, конечно, закрытость, недоверие, вот, не доверяет, пока не доверяет, почему? Ну, потому что нет диалога. Нет диалога, потому что все отрублено, отрублено на эмоциях, отрублено на, ну, понимаете, потому что какая-то двусмысленность была внесена, да, то есть такие двойные стандарты, и вот эти двойные стандарты ей как бы непонятны, абсолютно. Вот. Но здесь кризис в паре, кризис, вот, и все-таки здесь женщина, ну как, здесь она все-таки ждет подходящего времени, чтобы была возможность, да, вот выйти из этого кризиса, да, попытка здесь наладить отношения все-таки. Вот. Сейчас проявляет как, ну да никак, наверное, скорее всего, не проявляет, да. Здесь пока одинок человек, здесь одиночество. Что разрывает ее сердце? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, то, что этот союз, ваш союз, заключен на небесах. Вот, у кого-то это венчанный брак, у кого-то это никах, да, у кого-то это, ну, то есть здесь брак, который соединен Богом, да, ее это разрывает, ее это мучает, то есть она не готова, допустим, отпустить вас, вот, и, то есть вроде бы как бы и, может быть, и начала бы, да, новые какие-то отношения, но нет желания, отсутствует желание, то есть очень много душевных противоречий, понимаете, и страх отвержения, новый страх отвержения, и как бы человек просто вот, ну, прилип, ну так и должно быть, да, муж прилепится к жене, да, жена к мужу. Разрывает ее сердце, вот невозможность быть без вас. Что вселяет надежду, давайте спросим. Ну, надежду вселяет то, что вы все-таки проявитесь. Проявитесь и начнете бороться за эти отношения, да? Вот. Что все-таки вы увидите, что эта женщина не подпускает к себе других партнеров или, по крайней мере, не входит в серьезные отношения, в какие-то. Вот. И, конечно, вселяет надежду то, что вот может начаться как-то все так непринужденно, легко, да, вроде бы как, может, с какого-то флирта, может, с какого-то веселья, да, совместного времяпровождения, может, у кого-то в компании даже эта встреча, да. Вот. Ну, то есть здесь вообще, знаете, ребят, еще фактор третьего лица. То есть здесь как-то вот надеяться, может быть, что какой-то друг или подруга или какой-то родственник, да, вот как-то вас, ну, может приблизить, сблизить к друг другу, да, и как-то можно будет немножко пофлиртовать, завязать эти отношения, да, и вот что-то подналадить. То есть, что вселяет в ее сердце надежду? Ну, то, что, видимо, есть возможность где-то встретиться, где-то вместе провести время. Вот это вот вселяет в нее надежду. Хочет ли она быть с вами?
Здесь, наверное, уже понятно и так, да? Но все равно. Ну, хочет она, конечно, быть с вами, да, вот, но здесь такая леди, как бы будет уже достаточно, как бы жестко себя вести на первоначальном вот этом вот этапе, да, примирения, может жестко достаточно себя вести, вот, не показывать свою определенность как бы вам, да, не говорить, не объясняться там в любви, да, вот, не выказывать свою надежность, так скажем, что вы такой пришли сразу, улеглись на диван и хозяин барин. Нет, она не будет тут вам давать чувствовать почву под ногами. Вот. То есть немножко где-то поиграет, где-то немножечко поманипулирует, где-то немножечко захочется ей вас построить, да. Ну и ничего страшного, ребят, ну и пусть таким образом выйдет эта обида, выйдет этот гнев, да. Но здесь в любом случае как бы семейные отношения, вот. Такой женский комбат, да, вот. То есть хочется здесь женщине немножко покомандовать, как бы вами, хочется покомандовать. Хочется побыть командиршей вашей жизни. Ну и дайте ей такую возможность, дайте. Почему нет? Ну пусть покомандует, пусть успокоится. Ну это вы понимаете, а вы не оставили ей выбора, получается. Не оставили ей выбора. Было стремление куда-то заглянуть, каким-то экспериментом, да, все. В итоге изоляция, в итоге не знаешь, что делать, как двигаться, куда идти вообще и как дышать. Как дышать друг без дружки. Интересно, конечно, да? Так, ну-ка, давайте-ка соберем. Вот это вот. Давайте-ка на Ленорман еще уточним. Так, она. Ну да, женщина, которая присматривается, которая может, знаете, просматривать весь цикл ваших отношений, да, вот как-то углубиться в прошлое. Мгм. Думает, что? Думает о вас, думает о сексуальной привязанности, все-таки о том, что вы для нее человек желанный, о том, что вы для нее человек любимый, человек, с которым хочется засыпать, человек, с которым хочется просыпаться. Да? То есть, в принципе, ее голова на сегодняшний момент, как нам показывает Ленорман, поглощена вами. Чувство к вам, как она считает. Ну, такие чувства, какие чувства? Хорошие чувства, да. Все-таки здесь скорее нет взаимодействия, здесь либо больше такой на какой-то на дружеской ноге, либо вот через третьих лиц, да, либо как-то вот. Но вы для нее, понимаете, вот это вообще карта сад. То есть вы для нее такой цветущий сад, понимаете? Вот когда вы рядом, вы у нее вызываете вот такие вот чувства, приятные эмоции, да, вот, я не знаю, надежда, благоухание, приятные такие, понимаете, приятные такие ассоциации. С вами связано все приятное, все красивое в ее жизни. Истинные отношения, давайте посмотрим. Ну вот, пожалуйста, коса, да, то есть острота суждений и резко разрубленные отношения. Уточню.
Знаете, ребята, могли, вот понимаете, могло быть очень много притворства в этих отношениях. Причем с вашей стороны, как она считает. Притворство, понимаете, недосказанности, недоговоренности. Там, я не знаю, перед одним предстали с таким лицом, перед ней с другим лицом, да. Ну, что-то как-то вот идет такое, такие разговоры здесь за спиной. За спиной. Здесь как будто бы вот нож в спину воткнут, понимаете? Вот такой вот настолько заигрались, настолько этот маскарад уже, ну, как бы надоел. Как проявляет свое отношение к вам. Ну, никак, ну вот видите, как все-таки, да, повторяют карты. Никак не проявляет. Ссора здесь идет сейчас в настоящий момент. Ссора, удары друг по дружке. Удары, вот смотрите, плетка, коса, следом стекло. Что-то тут прям коса на камень нашла. Тут прям были сказаны такие вещи очень-очень-очень нехорошие. Истинное отношение к вам. Нежность, глубокая нежность, да, но и глубокая травма. Вот, глубокая травма. Здесь, конечно, женщина чувствует, знаете, такую невосполнимую потерю какую-то, невосполнимая потеря. Вот, именно таких отношений нежных, именно потеря нежности к друг другу. Понимаете, как кража. Вот она воспринимает свою жизнь с вами, как будто ее украли. Украли, да. Что разрывает ее сердце. Ну вот, понимаете, она хочет воссоединения, она хочет возврата вашего в родное гнездо. Что вселяет в ее сердце надежду. Но надежда вселяет то, что вы все-таки перестанете хитрить, да, вот, и как-то появитесь на пороге с букетом цветов. Кто-то, да. Угу. Хочет ли быть с вами? Ну, хочет быть с вами, да, но тут какая-то стена, тут действительно либо люди в разводе, да, либо люди в неопределенности. Тут, скорее всего, еще завязка на какие-то документы, вот, судебные документы, есть что-то скрытое. Не знаю, с чьей стороны, ребят, вам виднее. Вот. Еще, как бы, знаете, понимаете, может думать, что, допустим, у вас, может, кто-то есть, да. Здесь очень много недосказанности. Очень много недосказанности. А закрыты вы здесь друг от друга. Закрыты. Вот, а надо открыться. Так, ладно, уточнили. Давайте подведем итог. Ладно, расскажи нам. Ты хочешь быть с этим мужчиной искренне? Вот ты хочешь быть с ним? Очень хочет, ребят. Очень хочет. Очень хочет, чтобы все было по-новому. Очень хочет снова для вас стать главной, единственной, самой желанной. Вот знаете, вот как бы быть для вас, ну, источником, понимаете, света, воздуха. Вот. Все заново хочет. Хочет уже спокойствия, хочет нормальной семейной жизни, да? Хочет все-таки ясности. Внесение ясности, понимаете? Вот внесение ясности для того, чтобы было понятно уже то ли с вами, то ли без вас. Ну, то есть, ну, здесь в любом случае нужен разговор, диалог.
Вот если поговорить, смотрите, здесь большая привязка на прошлое. Если поговорите, да, конечно, оно сразу первый разговор, он ясности не внесет в ваши отношения, да, но, по крайней мере, вы можете что-то повспоминать вместе, посидеть, вот как-то поговорить о прошлом, да, и постепенно вы начнете видеть выход как бы в этих разговорах. То есть один раз поговорили, второй раз поговорили, да, и начнется вот, ну, как бы начнется возвращение, да, возвращение вот в память, в память. Вспоминайте хорошие моменты. Ведь их же наверняка предостаточно. Ладно, вам-то как себя вести? Ну, неплохо бы признаться, конечно, в любви, неплохо бы для себя уже что-то прояснить, да, и ворваться в ее жизнь. Со страстью, с желанием что-то сделать, с желанием действий. Но здесь все-таки страсть, больше страсть, да. Вот. По пажу, конечно, открытость должна быть. Ну, легкомыслие. Здесь не легкомыслие, здесь, знаете как, вот должны быть уверены в себе, как и в мужчине, в своем мужском потенциале. Здесь вообще у нас вот вы, знаете, вот как раб ее, раб любви здесь вы у нее. Вот так. Вам все равно не деться здесь никуда. Угу. Никуда не деться, ребят. Ревность и качели, и жесткость здесь была проявлена. Ну, понятно. Не раскачивайте больше это все. Просто не раскачивайте, не надо. Не имеет смысла вообще абсолютно. Абсолютно. Женщина здесь хорошего у вас мнения, хорошо мыслит, хорошо думает, хочет быть с вами. Все. Вот такой вот. Несмотря, понимаете, ну, у всех в отношениях есть кризисы. Ну, у всех в отношениях есть кризис. Надо перешагнуть, идти дальше. Ребят, вот не знаю, для кого такой расклад, да, какой-то такой неоднозначный. Вот. Но для кого-то этот расклад. Я надеюсь, кто-то получил ответы на свои вопросы, и для кого-то это будет важно. Что, я всех благодарю, ребят. С вами волшебное гадание Шахерезады. Подписывайтесь на мой канал, становитесь моим другом. Я благодарю вас, ребят, за вашу дружбу, вообще за вашу поддержку и за ваши теплые, прекрасные, добрые слова в мой адрес. Любви и счастья. Пока-пока.